Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, что-то интересное вы для себя не найдете обязательно. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, просмотры, за вашу поддержку. Я сегодня к вам, смотрите, с такими моточками, уже остаточки ниточек, с новым узорчиком. Надеюсь, будет интересно. Итак, что за ниточки? Смотрите, они все из одной серии. Называются ниточки Alize Angora Gold Simli. Все блестящие. Моточки у них большие, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. Советуют производители брать крючок от 2 до 4. То есть они все одинаковые. Ну, просто вот такие вот остаточки. Покажу вам интересный узорчик. То есть ниточки блестящие. Видите? Надеюсь, получится красиво. Итак, крючком я буду сегодня вязать номер 3. Вот такой крючок, когда данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вы берете точно так же, либо остатки пряжи, либо какую-то новую пряжу, моточек. Самое главное правильно подобрать крючок. Точно так же прочитайте инструкцию, подберете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схема разноцветная, все понятно, все доступно, все четко. Поэтому, кто умеет работать со схемками, работать можете самостоятельно, не ждать нас, да. Кто пока еще не умеет работать со схемками, то повторяйте за руками. У вас обязательно все получится. Но, естественно, параллельно смотрите. Мы провязали элемент, посмотрите, как он изображается на схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстро научитесь работать с любыми схемками в дальнейшем. Угу. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Ниточка тоненькая. Получается 32 воздушные петельки. И одну петельку дополнительную, для того, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я буду набирать 33 воздушные петельки. Ну а вы столько, сколько захотите. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, новички, рекомендую сделать вам вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Мы будем делать столбики с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. И вот так вот шагаем всю цепочку, провязываем в каждую петельку столбик с накидом. Ничего не пропускаем, лишнего тоже не вяжем, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть равно количеству петелек в цепочке. Вот я набрала 33 воздушные петельки, да? Значит, мне должно получиться 33 столбика. То есть ничего сложного. Все, и вот так вот потихонечку аккуратно вяжете самостоятельно до конца ряда. Не забывайте, что вот эти вот 3 петельки подъема, да, которые провязали в самый первый, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков уже провязали. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала воздушная петелька подъема, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 2 воздушные петельки. Затем вернулись сюда, в этот же столбик, и провязали столбик без накида. Есть. Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3,
4, 5. В столбиках наших пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Вот такая вот арочка получилась. 1 воздушная петелька, пропустили столбик, в следующий провязали столбик без накида. Ну и такая малепусенькая арочка получилась. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6 провязали столбик без накида. Опять большая арочка. Видите? Теперь маленькую провязываем. 1 воздушная петелька. Столбик пропустили. И следующий столбик без накида. И вот так вот чередуйте. Маленькая, большая арочка, маленькая, большая арочка, маленькая, большая до конца ряда. Несложно, да? Давайте самостоятельно в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Как заканчиваем ряд? После нашей большой арочки, да, у нас идет маленькая арочка, столбик без накида, воздушная петелька. Пропускаем столбик, и там, где 3 петельки подъема, в третью петельку провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот, накид. Вот сюда вот в маленькую арочку, которую мы с вами делали. Вот она, совсем малюсенькая. Мы в нее провязываем 4 столбика с накидом. 1. Сюда же в эту арочку 2 столбика с накидом. 3 и 4. Вот что у нас получается. Дальше воздушная петелька. И сразу же получается мы перепрыгиваем всю нашу вот эту вот большую арочку в маленькую. Работаем с маленькой. И в нее мы должны будем с вами провязать 9 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот такой у нас получился веерочек. То есть получается в самом начале ряда у нас получилась половинка веерочка. Поняли, да? Дальше воздушная петелька. Опять перепрыгиваем большую арочку. И вот к маленькой арочке присоединяемся, начинаем работать с ней. Точно так же набираете 9 столбиков с накидом и формируете еще один веерочек. То есть тут вообще не сложно. Так, 3 я уже провязала. 4. Сюда же 5. 6. 7. 8. 9. Опять полноценный веерочек. Видите, что у нас получается? Все, опять воздушная петелька. Перепрыгиваете большую арочку и работаете с маленькой. Поняли, да? Все, и вот так вот шагайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Совсем не сложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Показываю, как мы заканчиваем ряд. Точно так же пропускаем, получается, большую арочку. После наших столбиков воздушная петелька. И в последнюю арочку, которую мы делали, мы сюда провязываем 5 столбиков с накидом. То есть 4 столбика с накидом. И последний столбик у нас будет как бы окончание нашего ряда, да? Вот 4 столбика с накидом. И далее, там, где мы делали петельку подъема, мы в нее провязываем столбик с накидом. Но провязывать я буду не до конца. На крючке оставлю 2 петельки, потому что я хочу добавить новый цвет. Если вы будете вязать тем же самым цветом, просто провязывайте дальше. А кто хочет точно так же попробовать поменять ниточку, смотрите, что мы будем делать. Делаем петельку фиксации на новом цвете. И вот эту петельку как раз протягиваем за последние 2 петельки нашего столбика. Все, видите, получается у нас столбик последний еще коричневого цвета, но в процессе вязания появилась розовенькая ниточка.
Делаем воздушную петельку, поворот. И смотрите, делаем сюда же столбик без накида, чтобы зафиксировать, да, нашу ниточку. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь будьте внимательны. Накид. Наша с вами задача теперь вернуться вот к нашему самому первому ряду, где мы провязывали с вами столбики. Мы данный, получается, ряд пропускаем, данный ряд пропускаем и опускаемся к столбикам. Тут у нас было 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. К третьему столбику. Итак, накид. Смотрите, нырнули к третьему столбику. Вот так вот захватили все ряды наши, подтянули ниточку, держим на крючке, не провязываем. Считаем раз. Сюда же точно так же нырнули 2. Точно так же нырнули 3. Теперь все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. Вот такой пышный столбик, который захватил все наши ряды. Воздушная петелька. Точно так же обратно сюда же к этому столбику возвращаемся. Делаем точно такой же пышный столбик. Раз, два, три. Провязали до 2 петелек на цепочке, на крючке, и вместе 2 петельки зафиксировали. Вот такая вот получилась как бы рогаточка из пышных столбиков. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Перепрыгиваем полностью наш веерочек, доходим вот до нашей арочки. Раз, арочка 2 и до столбиков. Раз, два, три. К третьему столбику присоединяемся, сделали накид. В третий столбик нырнули, захватили опять все слои, подтянули ниточку, считаем раз, сюда же 2, сюда же 3. Провязали до 2 петелек, 2 петельки зафиксировали. 1 воздушная петелька, и точно так же сюда же делаем еще один пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. Вот что по итогу у нас получается. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Перепрыгиваем весь наш веерочек и опять присоединяемся к третьему столбику самого первого ряда. Провязываем точно такую же рогаточку. И все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Совсем-совсем несложно у вас получится. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? После последнего, получается, этой рогаточки из пышных столбиков делаем всего лишь только 3 воздушные петельки. И присоединяемся вот к 3 петелькам подъема предыдущего ряда, к 3 петельке, столбиком без накида. Все, наш ряд закончен. Дальше. Воздушная петелька, поворот сюда же, в этот же столбик, столбик без накида. И теперь смотрите, работаем вот с нашими, получается, арочками, которые мы с вами только что сделали. Провязываем в них точно так же 9 столбиков с накидом, делаем веерочек. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот, опять сформировали веерочек. Дальше воздушная петелька. И опять перепрыгиваем нашу большую арочку в следующую рогаточку. И точно так же в рогаточку провязываем 9 столбиков с накидом. Здесь вообще ничего сложного. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять воздушная петелька, перепрыгиваем к следующей, получается, рогаточке. Вот что по итогу у нас получается. Как вам? Симпатично, да? Все, и вот так вот самостоятельно до конца ряда. Ряд несложный у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Мы сделали веерочек, 1 воздушную петельку и присоединяемся вот там, где мы с вами делали петельку подъема, столбик без накида, да,
мы присоединяемся столбиком без накида, но здесь я хочу присоединить опять новый цвет. То есть вы можете вернуться к первому, вы можете провязывать этим же, вы можете, как я, поменять на третий цвет. Оставляем на крючке 2 петельки и, допустим, для контраста возьму беленькую. Еще раз повторим, да, как меняем цвет. Вначале мы делаем петельку фиксации. И этой же петелькой провязываем 2 петельки на крючке. Оп. Все, розовенькую, получается, подтянули аккуратненько. В процессе вязания уже есть белая. Для начала 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька будет у нас здесь по узорчику. 4 этого воздушные петельки. Теперь делаем накид. И смотрите внимательно. Мы возвращаемся сюда же, но на 3, получается, ряда вниз. Веерочки ряд пропускаем. Там, где у нас были вот эти вот длинные наши арочки, пропускаем. И вот коричневому столбику, самому первому опускаемся. И начинаем делать пышный столбик. Набираем петельки. 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек. 2 петельки зафиксировали. То есть как бы мы пытаемся сделать вот такую рогаточку, но у нас будет как бы половинчатая. Опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем весь веерочек, накид. И здесь у нас получается будет веерочек. Помните, да, 9 столбиков. 4 столбика пропускаем. В 5-й центральный столбик будем провязывать пышный столбик. То есть мы здесь отсчитываем наш 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Все, в 5-й. Работаем с ним. Подтянули ниточку. Считаем 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Провязали до 2 петелек на крючке. Зафиксировали. Воздушная петелька. Еще раз. Сюда же опять нырнули в этот же столбик. 1, 2, 3. Провязали. Зафиксировали. Вот, видите, опять наша рогаточка из пышных столбиков. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем веерочек. Вот наша арочка, арочка, веерочек. Отсчитываем точно так же 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся к 5-му столбику и провязываем пышные столбики. 1, 2, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. 1 воздушная петелька. Сюда же опять. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Поняли, да? То есть наш вот этот первый ряд с розовыми ниточками повторяется, просто смещен в шахматном порядке. Все, самостоятельно до конца ряда справитесь? Я думаю, да, несложно у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наш ряд практически готов. Заканчиваем мы ряд, получается, тоже половинкой, да? Как бы у нас есть 1 столбик и 3 петельки подъема. Так начинался ряд. Здесь, посмотрите, провязываем. Вот, точно так же в последний столбик делаем пышный столбик, 1 воздушная петелька. И здесь делаем накид. И точно так же, куда провязывали пышный столбик, провязываем просто 1 столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Ничего сложного. Дальше 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот в эту маленькую арочку, которую мы с вами сделали, да, мы будем провязывать всего лишь только 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Пол веерочка получается. Дальше сделали 1 воздушную петельку, перепрыгиваем вот к следующему, получается, нашей рогаточке, и в эту рогаточку провязываем 9 столбиков с накидом. Веерочек мы уже так провязывали, вы уже знаете. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и воздушная петелька. Вот что получается. Видите?
То есть вот такие вот интересные, назовем их, может, цветочки, да, или что-то такое интересное получается. Все то же самое, только смещено в шахматном порядке. Вообще ничего сложного. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. То есть у нас будет полвеерочка, да? И здесь тоже полвеерочка. 4 столбика с накидом провязали в арочку. И последний столбик провязываем в третью петельку подъема. Но я буду провязывать опять не до конца. Я опять хочу поменять цвет. И хочу поменять, но на первый. То есть, мне кажется, 3 цветов будет достаточно. Оставляю 2 петельки на крючке. Беру свою коричневую ниточку, самую первую. Фиксирую. Петелька фиксации. И провязываю ей 2 последние петельки на крючке. Все, ряд наш закончен. Белая ниточка, в процессе уже есть коричневая. Воздушная петелька, поворот. Сюда же, в этот же столбик, столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И опять опускаемся вот к нашему розовому, получается, ряду. Пропускаем 2 белых. И в 5-му столбику начинаем провязывать нашу рогаточку. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И опять сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять перепрыгиваем наш веерочек. И опять формируем точно такой же, получается, рогаточку из пышных столбиков. Поняли, да? Сам по себе узорчик 2 ряда. Пышные столбики, веерочек. Потом сместились в шахматном порядке. Пышные столбики, веерочек. Опять вернулись. Пышные столбики, веерочек. Поняли, да? То есть совсем не сложно. То есть через 4 ряда, 1, 2, 3, 4, вы опять повторяете все то же самое. Как хотите, меняйте цвета, можете не менять. Все. Вот такая красота. Не сложно, не сложно. Красиво, симпатично. Давайте встретимся через несколько рядочков. Самостоятельно провяжите несколько рядочков. Увеличите образец. У вас все получится. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Я решила остановиться на 3 цветах. То есть я решила не добавлять новые ниточки. Вот что по итогу получается. Узорчик двусторонний. Выбираете любую сторону, которая вам нравится больше. Мне кажется, это выглядит более плоской, а это выглядит более выпуклой, да? Как бы это будет, пусть будет лицевая сторона. Но смотрите, на ваше усмотрение. Вяжите любыми ниточками, летними, демисезонными, зимними, пробуйте, экспериментируйте. Можете узорчик разворачивать, у вас могут веерочки смотреть вниз, то есть это не запрещено, пожалуйста. И у вас может быть краешек вот такой же, да, волнистый. То есть вы дизайнер, вы так видите, как вы сделаете, так будет лучше всего. Угу. Вот так вот выглядит узорчик. Несложно, очень просто, оригинально в копилочку ваших узорчиков. Из моей пряжи не тянется. И вот так, ну вообще практически не тянется. Из ваших ниточек может тянуться, может не тянуться, поэтому обязательно вяжите образец, чтобы он был провязан вашей рукой и вашей пряжей, вашим крючком, вашей плотностью вязания. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. То есть если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания 33 воздушные петельки, 15 сантиметров четко. И тут получается каждый вот такой цветочек или грибочек, да, на что похоже. Получается 2 рядочка. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Самый первый наборный, да, получается у нас 13. И вот эти веерочки 14. И итого. Возьмем по самой высокой точке. Это у нас получается, ну вот 11,5 сантиметров. Если по самой низкой, так скажем, точке, то 10,5 сантиметров. Вот такая красота. Несложно, оригинально. Можете точно так же использовать остаточки ниточек, да, можете из одних ниточек провязать. То есть здесь просто уже как вы захотите. Ну, естественно, куда захотите применить. Узорчик не новый, сразу говорю. Возможно, из вас кто-то уже что-то им вязал. Поэтому пишите, что вязали, какими ниточками, что у вас получилось. Мы будем читать и вдохновляться. Не забывайте оставлять комментарии. Это помогает продвижению канала. Спасибо заранее большое. Ну что ж, надеюсь, видео понравилось. Жду ваши лайки, комментарии. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты.
Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.